Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, очень эффектный в разрезе, сочный, ароматный пирог «Кисельные берега». Пирог съедается мгновенно, готовится из самых простых и доступных продуктов, готовится очень просто и быстро. Итак, сначала я приготовлю начинку. 300 грамм творожно-сливочного сыра. Можете просто 9% обычный творог брать. 20 грамм манки, 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахара и одно яйцо среднего размера. Я просто все это перемешиваю и отставляю пока в сторону. Если вы будете брать обычный зернистый жирный творог для начинки, пробейте его сначала блендером или пропустите через сито. Итак, приготовим шоколадное тесто. 260 грамм муки, 40 грамм какао и 8 грамм разрыхлителя. Сухую смесь отставлю пока в сторону. 4 яйца среднего размера, 8 грамм ванильного сахара, щепотка соли. Все это взбиваю до состояния пены, чтобы разошлись желтки. И ввожу туда порциями 200 грамм сахара. Всю эту смесь я сейчас взбиваю примерно 3-4 минуты на полных оборотах миксера. Ввожу туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Все просто перемешиваю, ничего уже дольше не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Просто перемешиваю на данном этапе. Вот такая масса получается в итоге. Уже в заранее подготовленную форму выливаю все шоколадное тесто. Оно не должно быть плотным здесь. Вот такое оно и должно быть, это тесто. Всю начинку я переложила в кондитерский мешок. Внутренний размер формы 23 на 23 сантиметра. Вообще 24 сантиметра эта форма у меня идет квадратная. Но внутренний размер, если померить, 23 на 23 сантиметра. Можете также круглую форму взять, 24 сантиметра в диаметре для этого пирога. Вылила сейчас все шоколадное тесто. И сразу же ничего здесь не жду, выкладываю всю начинку. Начинку будем выкладывать вот таким образом, как на пирог стеганое одеяло. Мы это делаем для того, чтобы в каждом кусочке начинка была просто видна. Удобнее всего это наносить, конечно же, из кондитерского мешка. Если у вас нет кондитерского мешка, ничего страшного. Для этого вы можете использовать пакет для заморозки продуктов, у него срезать уголок и также отсадить всю начинку. Если вы будете использовать обычный творог в начинке, не творожно-сливочный сыр, как у меня, добавьте тогда в начинку еще щепотку, небольшую щепотку соли. Выпекать я буду этот пирог при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 35 минут. Это в моей духовке. Не нужно его здесь сильно зажаривать. То есть как только у вас шпажка выходит сухая и чистая, сразу же вынимайте его из духовки. Пирогу даю немножко остыть до такого теплого состояния и готовлю заливку. Здесь у меня вишневый компот покупной, 350 грамм вишни и 330 мл самого компота. В компот я добавляю 300 мл воды и 70 мл свежевыжатого лимонного сока. И отправляю сейчас все это, довожу до кипения. 120 грамм сахара и 90 грамм кукурузного крахмала. Можете брать картофельный здесь крахмал. Будет более прозрачная масса тогда сверху. 300 мл холодной воды выливаю сейчас во всю сухую смесь. Перемешиваю. И иду сейчас на плиту и буду уваривать всю эту смесь кисельную, скажем так, пудинговую. Компот у меня уже закипает. Очень бережно, тонкой струйкой вливаю при непрерывном помешивании всю эту крахмальную смесь в центр кастрюли. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу все это до кипения. Как только появятся первые пузыри, провариваю примерно 30-60 секунд. Смесь станет яркой, прозрачной и снимаю с огня. Выложила всю вишню консервированную на пирог. Он у меня такой уже хорошо подостывший. Еще не совсем комнатной температуры, но такой теплый пирог. И сразу же ничего здесь ждать нельзя. Всю горячую массу вот эту кисельную я выливаю на пирог. Я уже знаю эту свою форму, она рассчитана именно на эти пропорции.
Круглой формы можете брать 24-26 сантиметров в диаметре. На 3 часа я убирала все это в холодильник. Очень бережно сейчас отделяю ножом от формы. Все это прекрасно отделяется, извлекается из формы прекрасно этот пирог. Перед тем, как заливать уже кисельной этой заливкой, вы можете просто заранее отделить вот это само тесто от формы. Так будет лучше, чтобы пирог у вас уже нарезался лучше. Он прекрасно нарезается. После холодильника он, конечно, холодный. При комнатной температуре он не теряет потом свою форму. Я сверху еще посыпала шоколадной посыпкой, она только обогащает вкус, в принципе, этого десерта. Вот такой красивый, прекрасный разрез получается, очень ароматный и очень вкусный пирог. Сразу отвечу на вопросы в комментариях. Естественно, можно с любой вашей любимой ягодой делать. Нежнейший пирог. Очень советую вам всем приготовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.